Всем привет! У нас жара, и все чаще хочется чего-нибудь холодненького. Поэтому сегодня покажу 4 любимых рецепта самого вкусного мороженого. Начну с простого и вкусного крем-брюле. В оригинале его готовят по-другому, но вкус настолько похож, что я именно так его и называю. Мне понадобится 200 граммов вареного сгущенного молока. Добавляю 150 мл обычного молока у меня жирностью 2,5%. Перемешиваю сначала вилкой, потом удобней блендером. В жидкости не должно быть нерастворенных комочков сгущенки. Я предварительно хорошо охладила 350 граммов 33% сливок вместе с чашей. Взбиваю до воздушных мягких пиков. Затем за 2 раза вливаю в сливки молочную смесь. Удобнее перемешивать именно лопаткой или ложкой. Переливаю все в контейнер. Накрываю крышкой и убираю в морозилку минут на 40. Затем достаю, отделяю подмерзшую массу от стенок и дна и пробиваю блендером. Так делаю всего 4-5 раз, каждые 30-40 минут. Начиная с 4-го раза перемешиваю уже только ложкой. Если не перемешивать, мороженое будет иметь льдистую структуру. Специальные мороженицы именно так и работают, замораживают, перемешивая. Перед употреблением даю согреться минут 20-30 и можно пробовать. Оно очень вкусное и без любых добавок, но сюда отлично подойдут карамель или шоколад. Попробуйте, это действительно просто и вкусно. А теперь рецепт, который возвращает меня в детство. Для начала 3 яйца разделяю на белки и желтки. Белки мне сегодня не понадобятся. Как-нибудь обязательно покажу, что можно сделать с лишними белками. А пока они не требуются, замораживаю их. К желткам добавляю 120 граммов сахара, 130 граммов молока, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Перемешиваю венчиком и ставлю на огонь. Нагреваю на медленном огне при помешивании. Масса должна достичь 80 градусов, но не более. Без термометра можно воспользоваться таким ориентиром. Если провести пальцем или ложкой по лопатке, след не будет заплывать. Снимаю с огня и охлаждаю до комнатной температуры. Можно при постоянном помешивании охлаждать или накрыть пленкой в контакт, но тогда придется подождать подольше. 300 граммов охлажденных 33% сливок взбиваю миксером до мягких пиков. Через сито вливаю остывшую желтковую массу. Перемешиваю лопаткой до однородности. Переливаю в контейнер. Закрываю крышкой. Также несколько раз в процессе заморозки перемешиваю. Кстати, по этому рецепту мороженое получается с более однородной структурой, менее льдистое, даже если его перемешивать не так часто. Оно имеет очень приятный нежный вкус. Это мой любимый рецепт мороженого, очень вкусное при любой подаче, именно такое, какое было в детстве. Но его также я люблю делать в виде эскимо. Сейчас кратко расскажу. 2 плитки молочного шоколада я растопила с 10 граммами растительного масла. Наношу шоколад на бока и дно формы. Если нет такой формы, можно воспользоваться небольшими одноразовыми стаканчиками. Продеваю палочки и убираю в морозилку буквально на 5-10 минут. В застывшие формы выкладываю еще мягкое мороженое. К этому времени я перемешала его 3 раза. Перемещаю палочки вглубь мороженого. Убираю в морозилку до полного застывания. Покрываю слоем шоколада. Нужно учитывать, что на мороженом шоколад застывает достаточно быстро, но все-таки лучше потом его еще немного подморозить. Достаю готовое эскимо из формочек. Я очень советую этот рецепт всем, кто любит пломбир. Обязательно попробуйте в любом виде, это мороженое не может не понравиться. А вот вариант подобного мороженого без яиц. Мне потребуется 400 мл молока, лучше брать пожирнее. У меня жирностью 4%. Большую часть, примерно 250-300 мл, выливаю в ковшик и добавляю 150 граммов сахара. К оставшемуся молоку добавляю 20 граммов крахмала. У меня крахмал кукурузный, но можно и картофельный использовать. Хорошо размешиваю. Молоко с сахаром довожу до кипения и тонкой струйкой вливаю молочно-крахмальную смесь. При этом постоянно помешиваю.
провариваю до сгущения. У меня на это ушло минуты 3. Снимаю с огня и охлаждаю. Я решила приготовить клубничное мороженое, но можно, конечно, с любыми другими ягодами или вовсе без них. Клубнику перемалываю в блендере. Тут 250 граммов. Если хотите без косточек, можно через мелкое сито протереть. А я прямо так добавляю клубничную массу в заварную основу. Взбиваю до мягких пиков 300 граммов охлажденных 33% сливок. Вливаю к сливкам заварную массу. Перемешиваю лопаткой. Если не добавлять ягоды, тогда сахара нужно взять поменьше. В контейнер и в морозилку. Таким же способом перемешиваю. Этот вариант получается очень нежным. По вкусу чем-то напоминает йогурт. Но есть у меня еще один рецептик. Это для тех, кто следит за фигурой. Мне это мороженое больше нравится именно с персиками, но можно использовать любые другие фрукты или ягоды по вкусу. Очищаю персики от кожуры. Мне удобнее вот таким способом. Нарезаю кусочками и перекладываю в чашу блендера. Примерно здесь полкилограмма персиков. Добавляю 70 граммов меда и 120 граммов ряженки и пробиваю. Переливаю в контейнер. Убираю в морозилку и точно так же периодически перемешиваю. Из-за составляющих оно все равно получится с кристалликами льда, но перемешивание все же сделает их меньше. Получается оно очень свежее, легкое, очень летнее и, что немаловажно, полезное. Конечно, в продаже имеется огромный выбор разного мороженого, но с домашним не сравнится ни одно на мой вкус. Да, это хлопотно, но попробовав однажды, уже не захочется магазинного. Все рецепты, как обычно, в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.